Это Таро-прогноз для знака зодиака Телец на январь 2023 года. Что ждет тельцов во всех сферах жизни? Я астролог и таролог Татьяна Мин. Вы находитесь на моем канале Красота Таро. Я рассматриваю карты по моей астрологической системе и достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта для тельцов. Карта наполненности. И здесь Сатурн в Стрельце. Мы видим, что здесь изображен мужчина, который ждет корабль, и у него есть какие-то материальные блага, да, видимо, для того, чтобы отправиться в путешествие. И как раз здесь Сатурн в Стрельце может означать путешествие, может означать людей из других стран, городов, либо какое-то сотрудничество с партнерами, плодотворное. И даже это может означать для некоторых тельцов переезд в другие страны, в другие города, партнеры, которые предлагают вам не просто какие-то поездки туристические, а действительно это серьезный переезд. Мужчина сидит как бы на своих вот этих материальных благах, которые он, возможно, копил долгое время, да, так и некоторые тельцы вместе со своими партнерами будут серьезно задумываться в январе о том, чтобы переехать или как-то, может быть, приобретения какие-то сделать за границей. Может быть, для кого-то это работа, учеба, для кого-то партнер поедет на работу, учебу, на постоянное место жительства, и вы поедете вместе с ним. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы более четко видеть, да, что здесь. Это только первый сектор партнерства, первая карта. А здесь такая карта, где идет борьба. И здесь опять мы видим символ Стрельца. Здесь у нас уже Марс в Стрельце. Это какой-то поединок. Может быть, здесь опять же вы будете очень активны в плане денег, работы. Может быть, вы будете продумывать, куда вам вложить деньги. Может быть, вам придется тратить деньги на что-то, потому что Марс иногда дает траты эмоциональные. В том числе здесь, конечно, Марс в Стрельце, и это могут быть какие-то траты не на материальные вещи, а еще и на какие-то духовные, например, религия, путешествия, опять же, какие-то другие эксперименты, на опыт, который вам, на опыт, на радостные какие-то моменты. То есть вы платите за эмоции, не за материальные какие-то вещи. Либо кто-то из тельцов получит работу, может быть, в этих сферах, сферах образования, либо преподавания. И оттуда же, из этих сфер, к вам тоже могут поступать какие-то дополнительные деньги. Но здесь такая все равно карта доминирования, поэтому здесь у вас, возможно, не исключена какая-то борьба за ваши доходы, расходы, может быть, борьба с вашим партнером, с каким-то спонсором, с человеком, от которого вы финансово зависите, либо выяснение каких-то вот финансовых вопросов. Здесь, возможно, здесь. Еще карта Марса, но здесь уже Марс в Тельце. Марс в Тельце – это, в общем-то, тоже какая-то зона комфорта, из которой Марс в Тельце не всегда рад выходить, но вам придется, видимо, тельцам выйти из этой зоны комфорта, потому что вы, возможно, опять же способны здесь иметь какие-то разногласия в сфере финансовых вопросов. Здесь у нас уже 2 карты похожие. Может быть, вам придется какие-то документы финансовые готовить, это может быть связано с каким-то вашим материальным имуществом на работе, да, если вы, например, увольняетесь с одного места работы, может быть, какие-то выплаты, либо это государственные выплаты, пенсионные, любые там выплаты, перерасчет кредита и так далее. И здесь, возможно, вы много будете обсуждать вот эту финансовую тему, но также, конечно, это может быть вопросы,
с вашими братьями, сестрами, соседями, передел какого-то имущества, передел земли и так далее по Тельцу, да, это еще какие-то земельные вопросы могут тоже касаться вас. Но и здесь что-то заставит вас все-таки выйти из зоны своего комфорта, то есть, может быть, вы до сих пор до января старались сохранить ситуацию, ну, не разжигать какой-то конфликт, но здесь вот по этой карте я вижу, что вам придется все-таки вступить в какой-то спор, выяснить отношения, может быть, о чем-то договориться насчет дальнейших ваших хозяйственных вопросов. Это такая карта острых переговоров, здесь даже изображены мечи. Но вот хорошая карта выходит в плане вашей главной цели, вашей недвижимости, да, семьи. Здесь карта флирта и опять же знак Стрельца. На этот раз уже Венера в Стрельце, но все-таки много будет у тельцов связано с вопросами заграничной жизни, либо партнеров из другой страны, либо образования еще, да. И здесь вот возможно встреча, конечно, с человеком из другой страны. Причем эта встреча может проходить либо у него дома, либо у вас дома, потому что это 4-й, 10-й сектор, да, это сектор дома, семьи. Может быть, кто-то познакомится с семьей вашего будущего мужа, жены, либо еще на работе с вашим начальником, да, потому что стрелец это иногда и вышестоящие, уважаемые какие-то люди. Может быть, действительно у вас будут связи, какие-то конференции, где будут коллеги из других стран, из других городов. И вы там тоже можете с кем-то познакомиться, и будет такое у вас что-то наподобие флирта, да, вам будет интересно узнавать культуру других стран, и тому человеку, другому тоже будет интересно с вами общаться, потому что вы представитель другой страны и национальности. Кстати, за счет этого здесь даже может быть какое-то продвижение, и, наверное, здесь даже можно рекомендовать тельцам, которые заняты в сфере работы и как-то продвигают свой бизнес, другие дела, заниматься вот именно внимание уделять другим странам, партнерам из других стран. Они вот именно принесут вам успех в январе. Опять Венера, здесь уже Венера в Козероге. И это еще один социальный сектор. Здесь у нас уже была социальная карта, где я говорила, что возможно какие-то выяснения отношений. А здесь по карте Венера в Козероге это какая-то тоже закрытость. Поэтому все-таки многие тельцы будут не так сосредоточены на какой-то светской жизни, как на конкретных каких-то делах, обсуждениях, дальнейших планов. Вы можете составлять какие-то списки, все продумывать до мелочей. Может быть, ваш план – это строительство, опять же, переезд, построение бизнеса, да, какая-то новая структура, потому что Козерог и Венера в Козероге – это что-то систематические какие-то действия, и вы должны по-взрослому очень смотреть на все свои дела, на свой бизнес. И здесь мы видим изображено лицо ребенка в квадрате где-то в глубине. И здесь такое впечатление. И, кстати, эта карта, эта позиция детей, 5-11 сектор, да, и здесь такое впечатление, что многим тельцам придется все свою инфантильность, ну, если кто-то такой инфантильный, хотя для тельцов это не всегда свойственно, но тем не менее, может быть, вы слишком радужно смотрели на ведение бизнеса, на какие-то там, на каких-то своих друзей, на манеру вашего общения. И здесь вам предстоит более по-взрослому уже смотреть на то, как вы общаетесь, как вы выстраиваете свои отношения с коллегами, с клиентами. Может быть, это у кого-то связано с детьми, и тогда ваши дети повзрослеют, они оденут на себя такую, ну не то чтобы маску, но как оболочку такого уже более взрослого ребенка. Либо вы будете говорить вашим детям, что вам нужно повзрослеть, что у вашего ребенка появились какие-то более взрослые обязанности, да, и что пора бы уже начинать там на себя тоже брать какие-то обязательства, заботы о доме, например, да, обязательства перед тем, каких ты выбираешь себе друзей, хобби, доводить начатые дела до конца. И в том числе это тоже вас касается, тельцы. Если у вас были какие-то дела, которые вы не доводили до конца, то как раз вот эта тема Козерога в январе поможет вам более серьезно оформить свои мечты, планы в более какое-то
реальное видение и реальные дела. 6-12 сектор здоровья. И здесь как раз вышла Луна в знаке Девы. Поэтому здесь здоровье у вас будет такое переменчивое, скажем так. Будут приливы, отливы. Иногда вам будет казаться, что вы в хорошем настроении, иногда какое-то упадническое может быть такое по Луне, даже какая-то повышенная слезливость, либо переживательность, обидчивость, да, и это может вот вы будете чувствительны, может быть, к новолунию, к полнолунию, которое в январе случится. В этот период вы можете чувствовать упадок сил. А так вообще Луна в Деве карта неплохая относительно здоровья, потому что здесь многим тельцам рекомендуется, может быть, включить в свой рацион питания, больше натуральной еды, проводить больше времени на природе, с животными, все, что связано с природой. Вам будет очень полезно, вы там найдете какое-то расслабление. Вообще, кстати, вот эти знаки зодиака, Телец, Дева, Козерог – это знаки Земли, и это ваша стихия, поэтому здесь, скорее всего, многие тельцы, даже если как-то будут чувствовать упадки сил, они все равно восстановят сами свои силы. Может быть, даже здесь кто-то будет дома выращивать какие-то новые растения, может быть, у кого-то появятся новые домашние животные, какой-то новый уход, может быть, новые витамины начнете принимать. Поэтому здесь, я думаю, что хватит у вас сил, энергии. Здесь даже карта шестерка. Я думаю, что здесь и подсознательно, и сознательно у вас ваша повседневная жизнь не огорчит вас, скажем так. Поэтому давайте возьмем еще советы из колоды Мунолоджи. Первая четверть Луны и полная Луна в знаке Овен. Первая четверть Луны – это какие-то начинания, да, которые вы уже начинали, может быть, еще в прошлом году, либо в первой части января, они продолжаются, и здесь потребуют, может быть, еще большего углубления для того, чтобы вам, держать вот это видение того, чего вы хотите достичь. Здесь у вас, как я говорила, очень много связано с иностранной темой. А по полной Луне в знаке зодиака Овен, и Овен для вас 12-й дом, здесь у вас опять же вот какая-то ситуация, возможно, разрешается, какое-то завершение, потому что полная Луна в 12-м доме – это, например, если вы, может быть, ждали какой-то ответ, это опять же может связано быть с иммиграцией, да. Если вы, например, плохо себя чувствовали, и либо находились в каком-то заточении, не заточении, а, как сказать, в одиночестве, либо какой-то период был у вас затишье относительно любых дел, то вот по полной Луне здесь уже что-то разрешается, да, то есть уже начинает как вот последний завершающий этап перед главным каким-то толчком. И причем Овен – это очень активная карта, да, начало чего-то. И здесь уже подсознательно к вам приходит уверенность того, что вам как дальше продвигаться в своих делах. И я думаю, что очень многие тельцы здесь по этим картам получат какие-то документы, поступят в какие-то учебные учреждения, какой-то доход определенный получат. И вообще ответы на свои вопросы. То, чего многие ждали, эта ситуация прорвется, как бы будет такой прорыв, новое начало. Не новое начало, а продолжение вот старых дел, но по-новому, да, то есть наконец-то тельцы получают удовлетворение к тому, над чем работали, скорее всего, уже какой-то долгий период времени. Вот такой расклад на январь для вас, тельцы. Я желаю вам всего самого прекрасного в январе. Я уверена, что вам повезет. И этот год, следующий год, вообще весь 24-й год будет очень удачный для тельцов. До встречи на моих новых видео на моем канале Красота Таро. Всем пока!